Всем привет, с вами снова Кронш. Сегодня я хочу вам рассказать про проект Grass. Многие его знают, и для тех это будет просто актуальная информация по развертыванию многих аккаунтов. Для тех, кто не знает, расскажу вам, что это за проект. По сути, сейчас Grass — это обычный плагин в Google Chrome, который смотрит за тем, какие страницы вы посещаете. Причем, естественно, вы можете не посещать страницы, запустить профиль, на котором вы вообще никуда не ходите, но все равно этого будет достаточно. Просто устанавливаем плагин, делаем все нужные настройки и собираем поинты. Как вы видите, по моим настройкам, которые я вам скину в видео, мы можем собирать от 1500 до 1700 поинтов. Там еще прилетают бонусы за то, что вы рефералы, или если у вас есть рефералы, тоже хорошие бонусы приходят. Но конкретно на аккаунт 1500-1700 при данных настройках, которые я скину. Поинты сейчас официально нигде не продаются, но есть премаркет биржа, где мы эти поинты продать можем. Это сложная схема с залогами и так далее, но это реальные цены, реальные деньги. То есть сейчас мы видим цену за поинт. Это выходит 0.000675 долларов за один поинт. Кажется очень мало, но если посчитать на калькуляторе, то в день мы поднимаем 1 доллар 21 цент. Но это в среднем по премаркету, понятно, цены могут прыгать, по итогу может быть все по-другому. Но вот на данный момент мы видим конкретно такие цены. Давайте представим, что у нас будет 50 аккаунтов. Возьмем эту сумму, умножим на 50 и получим 60 долларов в день, если у нас будет 50 активных аккаунтов. Выйдет даже по поинтам немножко больше, потому что, как я сказал ранее, там есть реферальные бонусы. Но вот такая сумма. Понятно, я не говорю, что мы ее получим сразу же на кошелек, через день, там, через 2 или через неделю. Мы можем набрать какое-то количество, продать на премаркете. Есть OTC чаты и каналы. Это там, где люди продают готовые аккаунты с логинами, паролями и с этими поинтами и получают сразу реальные денежки. И наверняка там сумма поменьше, и наверняка спрос не такой огромный. Но вот сейчас, если брать просто премаркет биржу и брать цену за один поинт, то на 50 аккаунтах вот такая сумма. А представьте, сколько мы будем иметь за 30 дней. То есть, если умножим на 30 без всяких бонусов, вот такая сумма. Понятно, что это все теоретически. По факту Grass может раздать другие награды. Но я рекомендую всем залетать и делать максимально много аккаунтов. А как это делать, я вам сейчас расскажу. Если мы довольны, увидев все эти цифры, побежав делать все с одного IP-адреса, допустим, с домашнего компьютера, с домашнего интернета, и сделаем сразу 10 профилей Google Chrome и начнем запускать Grass, то он возьмет максимально допустимое количество поинтов в день и поделит поровну между 10 аккаунтами. То есть, по сути, мы получим то же самое, что из одного аккаунта. Так что так делать не вариант. Если мы захотим купить прокси и также с 10 профилей Google Chrome развернуть Grass и прописать на каждый профиль отдельный прокси, то система, к сожалению, рано или поздно, но чаще всего рано, тоже определит, что вы с одного устройства запустили много профилей, и вы тоже ничего не получите. Поэтому также не советую разворачивать обычные профили Google Chrome, пусть даже с крутыми прокси. Это вам, возможно, тоже ничего не даст в перспективе. Единственный рабочий вариант на данный момент — это установить антидетект браузер. Есть два варианта, я вам оба расскажу. Установить на каждый профиль отдельный прокси, и тогда все заработает. У меня работает уже приличное количество времени на этой схеме. Ни разу ничего не отваливалось, система ничего не запалила. Так что для меня это единственный рабочий вариант из тех, что я видел в интернете. Я уверен, что есть еще. Я не буду утверждать, что мой единственный такой рабочий. Но из того, что я видел, я остановился на этом, потому что ничего другого я не нашел. Начнем с бесплатного антидетект браузера. Это Dolphin. Я скину ссылку на него ниже.
Предупреждаю, что сейчас, так как канал новый, нет технической возможности выкладывать ссылки в само видео и даже в описании. Поэтому я выкладываю их в комментарий. К сожалению, возможности закреплять комментарии тоже нету. Возможно, через месяц YouTube откроет эту возможность. Так что если какие-то комментарии вдруг убегут наверх, вы чуть-чуть вниз пролистайте, увидите все ссылки. То есть я их обязательно все выкладываю. Если чего-то не хватает, пишите, я туда же дополню. Так вот, бесплатный антидетект браузер Dolphin, 10 аккаунтов мы имеем вообще без какой-либо оплаты. И можем сделать 10 профилей Grasa, купив необходимые прокси, о которых я чуть позже тоже расскажу. Этот вариант для тех, кто имеет много устройств или виртуальных машин и готов по 10 профилей на каждую из них развернуть. Отличный вариант для этих людей. Те же, кто хотят сделать сразу много профилей и более удобный антидетект браузер, то есть перспективный на будущее. Начнем с бесплатного антидетект браузера. Это Dolphin. Я скину ссылку на него ниже. Предупреждаю, что сейчас, так как канал новый, нет технической возможности выкладывать ссылки в само видео и даже в описании. Поэтому я выкладываю их в комментарий. К сожалению, возможности закреплять комментарии тоже нету. Возможно, через месяц YouTube откроет эту возможность. Так что если какие-то комментарии вдруг убегут наверх, вы чуть-чуть вниз пролистайте, увидите все ссылки. То есть я их обязательно все выкладываю. Если чего-то не хватает, пишите, я туда же дополню. Так вот, бесплатный антидетект браузер Dolphin, 10 аккаунтов мы имеем вообще без какой-либо оплаты. И можем сделать 10 профилей Grasa, купив необходимые прокси, о которых я чуть позже тоже расскажу. Этот вариант для тех, кто имеет много устройств или виртуальных машин и готов по 10 профилей на каждую из них развернуть. Отличный вариант для этих людей. Что нам нужно для регистрации в Dolphin? Нам нужна почта, естественно, бесплатная. Попробовал я зарегистрироваться на Mail.ru. Они говорят, обязательно давай телефон. Естественно, мне так неудобно. Я поискал почту, которая подойдет для Dolphin и не будет требовать телефон. И нашел тут почту. Первый раз в жизни, честно говоря, с ней столкнулся, но мне она подошла. Тем более пользоваться ей мне и не надо, как и вам. Заходим на сайт, который я тоже скинул. Выбираем бесплатный тариф. Нажимаем галочки. И дальше, собственно, вводим почту, пароль, нажимаем галочки, далее и зарегистрировать почту. Все, вы в нее зайдете, никаких телефонов, ничего не надо. Эту же почту вы регистрируете в Dolphin, он должен у вас ее принять, но у меня как минимум принял. И дальше с этой почтой вы сможете работать в Dolphin спокойно и без проблем. То есть это все, что надо для настройки бесплатного браузера Antidetect Dolphin. Второй антидетект браузер, которым пользуюсь я лично, он платный. Это ADS Power. Он считается самым лучшим. Есть, конечно, спорные мнения. Кто-то пользуется Dolphin и говорит, что он самый лучший. Но большинство криптонов, кто любит много профилей разворачивать, они уважают ADS Power. Надо платить, но, к сожалению, за все хорошее надо платить. Из плюсов то, что это все окупается. На темке с Grasa вы можете еще и другие темки крутить параллельно с ним, потому что у вас будет уже настроено много профилей, много прокси на них, и вы сможете вообще что угодно, такое же как Grasa или другое, прокрутить на этих профилях, ежедневки какие-то или на постоянной основе. И рано или поздно одна из темок выстрелит, и вы окупите вообще все затраты и на прокси, и на антидетект браузер, и вообще вот все, что возможно, там хоть электричество, оборудование и так далее. Так что да, один раз надо перебороть себя, если вы раньше этого не делали, и заплатить. Ну, рано или поздно вы до этого дойдете. Те, кто занимается криптой, сначала набирают маленький банк, потом он вырастает, и они уже спокойно тратят эти деньги на вот такие расходные материалы. 50 аккаунтов на один месяц у нас стоит $26.20, но на самом деле
Мы можем зайти по рефералке, можем ввести бонусный код. И ежемесячно эти коды есть, насколько я понял, ну, по моему опыту. И будет где-то $22. Можно оплачивать русскими картами, иностранными, то есть кому как удобнее. Варианты есть все. Можете взять на подольше, но я всегда продлеваю на 30 дней, ввожу код купона актуальный, который нахожу в интернете, и плачу примерно $22 за 50 аккаунтов. Меня это более чем устраивает, так что рекомендую не жадничать и взять ADS Power для работы, ну как минимум с Grass'ом, а в будущем для других проектов. Перейдем к самому интересному, это прокси. Так как много аккаунтов настроить могут уже многие, ну как и я, а вот найти нужный прокси, на котором будет работать Grass, это беда. Я попробовал, не знаю, вариантов 10 из видео с YouTube, с каналов различных. Покупал прокси, которые прям писали, что вот они рабочие. Покупал, пробовал, они не работают. Вот ни в какую вообще. Просто no connection в Grass'е и все, и ничего дальше не идет. И вот на очередном канале одном я увидел вот этот прокси, bProxies. Казалось бы, это обычный бот в Телеграме. Ну, магазин бот в Телеграме. То есть у них сайта даже прям полноценного, мощного нету. Но они продают прокси. И я решил взять, ну так как уже от безысходности у меня не было выбора. И я взял у них прокси, и они заработали. Заработали на всех аккаунтах, это для меня была сказка, и я был этому очень рад. Так вот, я вам скину ссылку на бота и все остальные ссылки. Нажимаем в Телеграме в самом боте ордер. Выбираем 3 гигабайта, это минималка, к сожалению, стоит $9 за 3 гигабайта. По сути, вы можете сделать хоть 100 прокси, они все будут разные, из разных локаций, но пока 3 гигабайта вы не потратите, они будут работать. Как потратите, надо будет продлевать. У меня лично на Grass'е 3 гигабайта хватает на 3 недели на всех моих аккаунтах. Не знаю, почему так. Казалось бы, Grass не очень много жрет трафика. Но вышло так. Я не стал даже разбираться, проверять. Для меня эта цена адекватная. Если у вас есть прокси 100% рабочий на Grass, тоже кидайте в комментарии. Может быть, они помогут тем, кто смотрит это видео. Но я рассказываю на примере своем. Итак, покупаем прокси 3 гигабайта. За 8,7 даже доллара, потому что здесь есть промокод Grass. Это не мой промокод, но он рабочий, и он там 30 центов отнимает, копеечка, конечно, но все равно приятно. Следующий кадр немного урезанный. По сути, мы купили прокси, у нас вылезло несколько сообщений, и самое главное сообщение, это где прокси аккаунт, юзернейм и паспорт. Вот эти юзернейм и паспорт, они для нас самые важные. Также ниже идут команды, которые мы можем проверять нужный нам трафик. И также есть команды, которые мы можем проверять доступность наших прокси. Ну, проверять, что они работают. Ниже вы эти команды увидите, здесь на видео их нету, но вы там все поймете. Также у них есть техподдержка на английском. Техподдержка отвечает где-то за час-два. Ну, то есть довольно-таки оперативно подсказывают, что нужно делать. Я с самого первого раза не увидел юзернейм и паспорт, начал какие-то свои придумывать, у меня ничего не заработало, и там мне подсказали, что да как. В общем, техподдержка адекватная, отвечает довольно быстро. Если что-то непонятно, можете писать в комментарии к видео, можете писать у меня на канале, но можете написать техподдержку. Кто-то вам точно быстро ответит. Самая сложная часть с прокси, с которой я не сразу разобрался, сейчас у вас на экране. Когда мы купили прокси и нам выдали в Телеграме логин и пароль, вот тот самый логин мы вводим в поле юзернейм и тот пароль вводим в паспорт. Затем выставляем именно такие настройки: 86000 TTL, Rotation Sticky, формат, ну, как нам удобнее, можно и такое оставить, протокол HTTP. Country регион обязательно выбираем вот этот, как на экране.
Количество прокси столько же, сколько у нас будет аккаунтов. Можете взять запасом на всякий случай. Причем вам ничего не мешает создать потом еще пачку этих прокси. Это не сложно и не проблематично. Самое удобное в этих прокси, что у них одинаковый логин, пароль, хост и порт. Вы просто прописываете на каждый свой аккаунт эти данные одинаковые, которые вам сформируют ниже в Generated Proxies. И у вас будет отдельный IP-шник выдаваться на каждый аккаунт. Этим мне очень понравилось. Не надо там миллион IP-шников вспоминать, отдельно логин, пароль к каждому прокси. Тут все единое, но все равно разные IP-шники разных стран будут цепляться на ваши аккаунты. В принципе, с прокси на этом все. Вот это супер рабочая схема с любого антидетект браузера. Ну, для начала, конечно, кто не хочет платить, поставьте Dolphin бесплатный. На нем потренируйтесь. Если вам все понравится, вы все поймете, то рекомендую взять платный ADS на 50 аккаунтов, на 100, на сколько угодно, сколько потянет ваша машина. И разворачивать столько профилей. Чем больше вы развернете, тем больше поинтов вы получите. По дедлайнам Грасса пока никто не знает. То есть все ожидали окончания еще раньше. Они сделали аж 4-й сезон. Мне кажется, с падением крипты может даже будет и 5-й, но я не могу утверждать. Как будет какая-то информация, я обязательно к видео ее прикреплю апдейтом в описании. Но на данный момент я максимально фармлю, задействовал все свои ресурсы. Каждый день стараюсь как-то увеличить новые профили, новые браузеры. Хочу собрать огромное количество поинтов по итогу. Отдельно сейчас маленьким окошком покажу вам, сколько ресурсов занимает Dolphin с 10 бесплатными аккаунтами на Грассе на виртуальной машине. То есть памяти до 6 гигабайт, процессор особо не имеет значения, видеокарта вообще не нужна, интернет в принципе нужен минимальный. Так что тоже как вариант, если у вас нет мощной машины, которую вы можете задействовать, вы можете арендовать виртуальные машины, развернуть на них долфины, на одну машину 10 аккаунтов и так купить сколько угодно. В принципе, у вас должны окупиться ежемесячные затраты на эти виртуальные машины. То есть стоимость одной виртуалки, на которой вы можете развернуть 10 аккаунтов, ну там в районе 300 рублей, то есть $3. Ну, плюс-минус, понятно, что есть, наверное, чуть-чуть подешевле, есть подороже, есть, наверное, сильно дороже. Как вы считаете нужным? Также вы можете купить мощный сервер и развернуть на нем сразу ADS Power платный и установить там 50 аккаунтов, 100, сколько вам угодно. Ну, если вы в этом плане новичок и хотите что-то заработать и все это развернуть, тогда я рекомендую сначала взять сервер примерно с такими характеристиками, как на экране, подешевле, развернуть там бесплатный Dolphin с 10 аккаунтами, увидеть, как это работает, и дальше уже переходить к масштабированию и увеличению объемов. Отдельно сейчас маленьким окошком покажу вам, сколько ресурсов занимает Dolphin с 10 бесплатными аккаунтами на Грассе на виртуальной машине. То есть памяти до 6 гигабайт, процессор особо не имеет значения, видеокарта вообще не нужна, интернет в принципе нужен минимальный. Так что тоже как вариант, если у вас нет мощной машины, которую вы можете задействовать, вы можете арендовать виртуальные машины, развернуть на них долфины, на одну машину 10 аккаунтов и так купить сколько угодно. В принципе, у вас должны окупиться ежемесячные затраты на эти виртуальные машины. То есть стоимость одной виртуалки, на которой вы можете развернуть 10 аккаунтов, ну там в районе 300 рублей, то есть $3. Ну, плюс-минус, понятно, что есть, наверное, чуть-чуть подешевле, есть подороже, есть, наверное, сильно дороже. Как вы считаете нужным? Также вы можете купить мощный сервер и развернуть на нем сразу ADS Power платный и установить там 50 аккаунтов, 100, сколько вам угодно. Ну, если вы в этом плане новичок и хотите что-то заработать и все это развернуть, тогда я рекомендую сначала взять сервер примерно с такими характеристиками, как на экране, подешевле, развернуть там бесплатный Dolphin с 10 аккаунтами, увидеть, как это работает, и дальше уже переходить к масштабированию и увеличению объемов. Подведем итоги этого проекта.
он максимально легкий, то есть вы можете установить один аккаунт на свой обычный рабочий комп, или можете один на работе, один у себя дома. Он не требует админских прав, то есть никто его у вас никак не спалит, и он может на фоне просто быть включенным. Причем, насколько я знаю, не обязательно, чтобы сама страница в браузере была открыта. У вас могут быть открыты ваши рабочие ссылки. Главное, чтобы плагин у вас работал. Этого будет достаточно. Ну, естественно, если у вас есть какая-то корпоративная тайна, лучше не рисковать на всякий случай, чтобы служба безопасности вас не поймала. А так, для дома можете попробовать установить это разрешение, точнее расширение даже на свой домашний комп и протестировать. Подведем итоги этого проекта. Он максимально легкий, то есть вы можете установить один аккаунт на свой обычный рабочий комп, или можете один на работе, один у себя дома. Он не требует админских прав, то есть никто его у вас никак не спалит, и он может на фоне просто быть включенным. Причем, насколько я знаю, не обязательно, чтобы сама страница в браузере была открыта. У вас могут быть открыты ваши рабочие ссылки. Главное, чтобы плагин у вас работал. Этого будет достаточно. Ну, естественно, если у вас есть какая-то корпоративная тайна, лучше не рисковать на всякий случай, чтобы служба безопасности вас не поймала. А так, для дома можете попробовать установить это разрешение, точнее расширение даже на свой домашний комп и протестировать. Как я вижу потенциальную прибыль? Сейчас моя задача раскачать все аккаунты, ну кроме основного, естественно, на 100 тысяч поинтов. Затем зайти на OTC Market. По сути, в Телеграме есть каналы, где через доверенных людей все безопасно максимально. Вы можете продать другому человеку свой аккаунт и получить в крипте реальные деньги сразу же. По сути, вы должны просто отдать логин и пароль от почты аккаунта, где есть эти поинты. Так вот, мой план сделать все аккаунты по 100 тысяч, продать на маркете, пусть даже подешевле, но по моим ориентировочным видениям за 100 тысяч аккаунт я получу где-то $35. Если ничего не изменится и не будет каких-то резких новостей и так далее. Ну вот прямо на данный момент, на момент записи видео. И этой суммы хватит, чтобы окупить месяц затрат на антидетект браузер, на прокси, на виртуальные машины и все остальное. Два аккаунта уже окупят 2 месяца всего. А я думаю, больше и не надо будет на все это тратить до 100 тысяч. Поэтому, если мы сделаем 50 аккаунтов, 2 аккаунта у нас уйдут на окупку затрат, а все остальные аккаунты мы будем продавать в чистый плюс. Все цифры взяты из головы, то есть вы на них прям точно не ориентируетесь. Я сказал свое видение, у вас может быть другое. Но как по мне, это очень-очень перспективный в плане денег проект, на котором можно заработать еще даже до выхода этого проекта. Так что всем рекомендую попробовать. Это можно сделать максимально бесплатно, потратившись только $9 на прокси. И у вас уже есть 9 аккаунтов и один ваш основной на вашем рабочем компьютере. Вы ничего не теряете, но зато можете заработать. Не ленитесь и делайте. В принципе, на этом все. Всем удачи, всем счастья и денег. Пока.